Николай, здравствуйте. Всем привет. О, спасибо, что вы сегодня с нами. Да. Николай, я не все перечислил, у вас тут есть еще замечательная театральная премия национальная латвийская. Я это название никогда в жизни не произнесу. Это называется «Спелменюнакт». Я очень много лет работал там. Ну, не будем говорить, просто там. Там, да. Там где-то. Ну, там. Ну, там. Ну, там, где любят больше. Там, где я работаю. Те любят больше вас. Да. Да. Вы знаете, мы все работаем там, где нас больше любят. Спасибо. Ну, рассказывайте, Николай, за что вы за что вы получили эту премию? Это же не просто так, не за то, что вас там больше любят. Надо, наверное, не рассказывать, а хвастаться. Давайте хвастаться. Давайте будем хвастаться, да. Хорошая бабочка у вас. Спасибо, Николай. Не похвастались ни разу. А у вас неплохая премия театральная, похвастайтесь ей. За нее еще деньги дали. Да вы что? Надо сказать, что... не рубли. Вы знаете, Николай, давайте аккуратнее, потому что человек, который шил мою бабочку, он сегодня в зале, и если я еще деньги попрошу в придачу, это будет совсем дерзко. В каждой стране есть своя премия, у нас тоже есть, она называется «Золотая маска», а там называется «Спелменюнакт». Это ночь игроков, ну так они обозвали. И много лет я был там всегда номинирован и получал все самое лучшее. Ну хорошо, а это было в прошлом. А что за новая работа у вас? Она, по-моему, даже здесь, да, ставится, в этом замечательном лофте театральном? О, да, это тайна большая. Я всех приглашаю. Извините, ради бога, я что-то не то ляпнул. Ребят, нет, не здесь, конечно. Это ставится вот там. Да. Ну там, где нас больше любят. Да. Я всех приглашаю. Это, наверное, конец апреля. Нет, начало апреля, может быть, конец марта. Но так мы все планируем именно здесь. И я думаю, у нас получится, будет огромный, мега мощный, мега сильный проект. Вы очень мощно рассказываете, интересно, да, в этом проекте. Там будет два мощнейших актера. Все будет жестко, все будет очень круто. Это Гришковец, не подумайте. Ни в коем случае, Николай, не Это Евгений Гришковец. Играет? Я сейчас веду с ним переговоры. Да вы что? Да. Я приду. Да. Приходите, правда, это будет интересно. Его пьеса, у него есть пьеса под названием «Сатисфакция». Он даже кино такое сделал. Но приходите, будет круто. Николай, я понимаю, вы увлечены разговором, мы вам налили кофе. Да. Я тут скажу, оно отравлено или нет? Это же не капкейк. А, кстати говоря, можете закусить. Если вдруг там что-то кроме кофе есть, Да. можете Давайте, закусить. может быть, о вас? О нас, Николай, а что вы знаете о нас? Давайте о нас. Я вам хочу сказать, что когда мне позвонил этот человек, я с ним знаком уже, слава богу, очень много лет, и надеюсь, буду продолжать с ним быть знакомым, если он не прервет нашу дружбу. Его зовут Андрей. Художественный руководитель нашего театра Андрей Давайте Анатольевич Глазков. поаплодируем. Да, Потому что то, что он делает на сегодняшний день, это, конечно, Андрюха, я про тебя говорю, да. Это большой подвиг, и все его любые начинания тоже поддерживаю, потому что мне безумно симпатичен. Вот смотрите, к нему шарики. Очень мощно. Да, Да. У него энергетика такая, что шарики аж туда бегут. Все, что он делает, я всегда поддерживаю. Особенно это связано с театром, особенно я увидел этих наглых молодых людей. Они действительно наглые, это правда. Они очень наглые. Да, очень. И поэтому я не мог не поддержать этот театр. Всего ему хорошего, любые от меня какие-то поддержки или что будет связано, конечно, вернее, будет для этого театра. И этот человек, который, вы не представляете, я просто знаю по себе, у меня была очень давно студия детская, 5 лет. Потом я сказал, да нахрен мне это надо, и закрыл это все, потому что это очень тяжело. Сейчас очень вы страшно подводите, не надо закрыть тут. А у Андрея хватает сил и таланта. Давайте мы еще раз поаплодируем. Николай, может быть, не с новым отделом как-то поддерживать театр, может быть, какую-то театральную работу давайте у нас сделаем, вы же... Я очень дорого стою, меня там любят. Николай, Нет, у нас есть Женя, во-первых, она тоже любит очень мощно. Это во-первых. Во-вторых, любые финансовые вопросы сводятся, знаете, к чему? Вот вы к шляпе. Во-первых, друзья, конечно, про цилиндр не забываем. А во-вторых, капкейком, Николай, вы пробовали эти капкейки?
Да, я там сейчас пойду попробую, меня Андрюха ждет, я как раз буду переговоры с ним вести, и у он нас мне есть подкупит, я знаю. Да. Ален, ты экономишь нам бюджет. Спасибо тебе. Что еще сказать? Николай, может быть, сейчас прям какой-то экспромт продемонстрируем, какой-то монолог, может быть, какой-то этюд мы прямо сейчас сделаем? Нет, анекдот очень простой. Давайте. Мой самый любимый анекдот про театр. На вахте сидят два вахтера в театре. Одна другой говорит: о, спектакль закончился. Вторая спрашивает: а как ты поняла? Да актеры своими голосами заговорили. Очень мощный анекдот. Кофе можно, конечно же, забрать с собой. Это был Николай Коробов, ваши аплодисменты.